деревни, небольшие городки, и на склонах сено косят многие фермеры. Для тех, кто говорит, что вот, развивать хозяйство надо. Вот посмотрите, как в Австрии фермеры приходится бороться с природой. То есть на таких склонах косить траву, что даже трактор там не везде заедет, а специальные машины берут и вручную ходят и переворачивают волки сеном. Вы сейчас видели, там реально такие высоты, что аж голова закружилась. Это еще цветочки. Есть куда склоны покруче. И сейчас идет уборка как раз сеном. Так что, ребята, здесь очень сложно на таких склонах траву убирать. Ребят, мы сейчас поедем по платной панорамной дороге, которая проходит через вершины гор. Верхняя точка 3000 метров над уровнем моря. Стоит 40 евро с машины. С велосипедистов 30 евро. Так что здесь можно проехать и посмотреть отличные виды будут во время всего пути. Так что поехали! Наша первая остановка на уровне 2500 метров. Здесь находится небольшое кафе, небольшой перерыв. Покушаем, будем любоваться видами и едем дальше. Так что перерыв. Сразу можно купить разные сувенирчики. Продают прямо здесь. Сувенир — это местная достопримечательность, которая бегает по горам. Суслики. Видно, их здесь много. Такие вот интересные. И сразу можно купить теплые шапки, потому что сейчас 15 градусов на улице, но чем выше, тем будет холоднее. Ну все, ребята, всем приятного аппетита. Принесли гуляш, супы и вот такой вкусный бурец. Кстати, я еще взял газировку местную. Вот она. Я быстренько перекусил, мои девчата сидят, наслаждаются обедом, австрийским супом и прецелем. Я хочу немножко пройтись. Тут есть такой небольшой подъем на гору, где откроются просто потрясающие виды на горы. Здесь такая небольшая тропа есть. Это, наверное, все-таки стоят лавинозаборники, может быть, я не знаю, как они называются правильно, зимой, когда снег, чтобы не падал. Вот вид сверху на дорогу. Панорамная дорога, которая опускается в долину. Здесь проходит туннель сквозь эту гору, построен в 1933 году. То есть вы можете представить, в каких условиях работали рабочие в 1933 году. Кстати, здесь уже дышится совсем по-другому. Тяжело, потому что на высоте и совсем уровень кислорода другой. Так что вот не удивляйтесь, если в камере сильно тяжелое дыхание будет. Ну и подъем, конечно, все-таки я не
такой профессиональный любитель скалолаз. Я больше любитель турист, которых привлекает горы. Дышать становится тяжело, подъем все круче, как говорится, но люблю экстрим, ребят. Вот такой вид открывается позади меня. Уже поднялся метров на 100, еще столько же. Проблема в том, что перед этим я еще покушал в ресторане. Знал бы, не покушал. А так бы пошел налегке. Фу. Короче, ребят, надо спортом заниматься чаще. Ребят, последние метры осталось. Как бы еще вниз не смотрю особо. Смотрю наверх. Хороший камень. Холодненький. Вот. Флаг кто-то поставил. Ну что, дошел до самого верха. Ну и не до самого верха, кто-то пошел еще дальше. Но мне вот хватит посмотреть отсюда. Кстати, мы сейчас через туннель поедем вот по той дороге. Я наконец-то. Отличный вид открывается с этого места. Горы видны как на ладони. Где-то снег лежит. Это просто офигенно, словами не передать. Спустился благополучно вниз, 15 градусов показывает термометр, но я замерз, так что сейчас пойду возьму горяченького чая с собой, и мы едем через туннель уже на ту сторону горы, где я был на вершине. То есть вы видели дорогу, она идет через гору. Туннель, я уже говорил, в 1933 году начали его строить, закончили в 1935. В 30-х годах, представляете, люди здесь работали. Это сейчас ты на машине приехал такой весь деловой, посмотрел, пофотографировал и уехал. Ну как вам снег летом? Ого, какой холодный. Можно снежки играть. Кстати, сейчас на высоте 2700 метров вы только что видели альпийских австрийских коров. Самое вкусное молоко это в Альпах, потому что они пасутся на такой высоте, где чистый воздух, чистая трава. Не зря молоко ценится во всем мире.